Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Рада всех приветствовать. В этом видеоуроке я расскажу вам, как связать вот такой узор. Он своеобразно напоминает платочную вязку, которая вяжется спицами. И он одинаковый с обоих сторон. Вязать его можно из любого материала, из шнура, например, или трикотажной пряжи. Я сегодня буду использовать полиэфирный шнур 3 мм и крючок номер 4. Узор получается достаточно плотный. Отлично подойдет для создания сумочек или, например, клапанов для сумочек или рюкзаков. Желаю всем ровных петелек и давайте приступать. Вязание узора мы будем с вами начинать с набора цепочки из воздушных петель. Делается она очень простым способом. Мы берем наш кончик, кладем его просто сверху рабочей нити. Кончик вот сверху. Делаем вот такую петельку и крючком подлезаем с нижней стороны, то есть снизу. У нас получается вот такая петелька. И теперь мы просто делаем накид на крючок, то есть цепляем рабочую нить и протаскиваем через петельку, которая была у нас на крючке. Это получается первая петелька. Я для образца наберу 15 петелек. 2, 3, 4, 5. Итак, вот мои 15 петелек. Я делаю еще одну петельку подъема и буду сейчас обвязывать наши воздушные петельки. Вязание мы начинаем со второй петли от крючка. Вот наша первая и вторая петелька. Мы с вами прям ныряем, вытягиваем ниточку и протаскиваем сразу эту петлю через петлю, которая у нас на крючке. И так далее. Идем дальше. Тоже ныряем за дальнюю дужку косички. То есть прям в серединку воздушной петли, вытягиваем ниточку и протаскиваем через петлю на крючке. Далее также ныряем за дальнюю дужку, вытягиваем и протаскиваем через петельку на крючке. И так далее мы с вами идем, провязывая каждую воздушную петельку. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем. И так мы идем с вами до конца нашего края. Я провязала 14 петелек. И мне осталось прижать последнюю нашу соединительную петельку. Теперь мы делаем петлю подъема и разворачиваем наше вязание. И теперь мы переходим сразу к вязанию второго ряда. Вязание второго ряда мы начинаем с вами со второй петли от крючка, то есть вот первая, вот вторая. И вяжем мы с вами, вот если развернуть, тут идет наши косички, то мы вяжем за дужку, которая ближе к нам. То есть за вот эти передние дужки. И ныряем с вами, получается, за переднюю дужку. Также вытягиваем ниточку и сразу протаскиваем ее через петлю на крючке. То есть такими же соединительными петельками мы с вами будем провязывать второй ряд, только ныряя за дужку косички, которая ближе к нам. Итак, ныряем крючком, вытягиваем и протаскиваем через петельку на крючке. Старайтесь вытягивать ниточки одинакового размера, одинаковой длины, для того, чтобы наши перемычки, которые образуются благодаря этому узору, были одинакового размера. И так далее мы с вами идем, провязывая соединительные столбики до конца ряда. Следите, чтобы количество петель было столько же, сколько вы набрали в самом начале, то есть сколько вы провязывали в первом ряду. Итак, я довязала до конца свой ряд. Теперь опять делаю петельку подъема и разворачиваю наше вязание. Вот такие полосочки здесь уже образуются, имитирующие платочную вязку. Каждый ряд мы будем с вами начинать со второй полупетли от крючка, то есть первая, вторая полупетля, это вот которая ближе к нам, передняя. Мы за нее опять ныряем и провязываем соединительные петельки. И так будет весь наш узор, просто за передние эти петельки соединительными столбиками. Итак, мы вяжем с вами до конца этого ряда, и там с вами увидимся. Итак, я связала свой ряд, делаю теперь петельку подъема и разворачиваю вязание. Вот такой узор у нас уже с вами
получается. И так далее мы с вами вяжем нужное количество вам рядов для вашего полотна. Не забывайте, что мы начинаем вязать со второй петли от крючка и вяжем за переднюю полупетлю. Вот такой узор у меня получился. Он одинаковый что с этой стороны, что с этой стороны. Он получается достаточно плотный. Вот, и своеобразно имитирует платочную вязку. Старайтесь при вязании его сильно не затягивать петельки, чтобы было удобнее вязать. Надеюсь, данный видеоурок был для вас полезным. Тогда ставьте ваши лайки, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все и пока-пока.